Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас опять рубрика такая по коде. Мы посмотрим на чужой код, обсудим. Мне прислали уже несколько проектов. Я все за один раз не успею, поэтому сегодня у нас только проект Tetris. Весь проект у нас состоит из двух файлов. Это main.cpp и tetris.h. В первом файле у нас вот все, что только есть, вместе с main и разными функциями классы, а во втором файле заголовочном у нас различные дефайны. Как вы видите, у нас компиляция прошла основная, но лучше всегда компилировать с ключом -bow, потому что таким образом вы сможете увидеть все предупреждения о возможных ошибках, о которых вам расскажет компилятор. И сейчас мы это попробуем сделать и посмотрим, нет ли что-нибудь такого. Ага, вот, есть. Это означает, этот warning говорит о том, что у нас такой висячий else. Что вообще это означает, этот висячий else? Это значит, что мы поленились поставить фигурные скобочки после if, и у нас подряд тут два if и один else. И компилятор в растерянности, он предполагает, может быть, вы ошиблись, и он не знает, к какому ифу принадлежит этот else. Это очень похоже на фразу «казнить нельзя помиловать». Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? То есть, где вы поставите скобочки, то и будет определять ход действий вашей программы. Я все это поправила, и вот у нас запустился наш Tetris. Я нарисовала небольшую схему, как выглядит наш проект. То есть какие-то константы, define, для меня это константы, то есть что-то такое, перемены какие-то. Есть у нас класс entity, как я поняла, это такие блоки, которые, собственно говоря, рисуются, то есть у них есть размер, есть цвет. Самый главный класс — это Tetris, в котором мы все это определяем, как оно должно двигаться, где что исчезает и так далее. И четвертой частью у нас является main и все функции OpenGL. Мне кажется, будет разумной вот такая схема. И начнем, собственно говоря, разделять наш проект на части. Так, слева я создам пустую директорию и буду туда складывать разделенные по файлам проект, копируя нужные части справа из старых файлов. Первым делом нам нужно создать заголовочный файл constants. Туда мы сложим все глобальные переменные из main и все define из tetris.h. Так, теперь нам нужно разделить сиамских близнецов entity и tetris. Первого мы сложим в класс с тем же самым названием. В заголовочный файл сам класс копируем, а определение функции в исходник с тем же именем. То же самое мы проделываем с тетрисом. И у нас еще остается main, и туда мы положим все OpenGL функции, собственно, сам main. Когда мы разделили все наши функции по файлам, мы должны не забыть о том, что у нас есть, в случае entity, это массив объектов, а в случае Tetris это просто глобальный объект этого класса. Главное о них не забыть. С помощью грепа мы определили места, где этот entities используется. И это Tetris, класс Tetris, поэтому нам не нужно его делать глобальным, этот массив, а нужно определить в самом классе. Объект Tetris, оказывается, у нас используется в функции OpenGL Draw Entities, но это не как бы функция OpenGL, это функция и вызывается из OpenGL, передать мы туда ничего не можем, и наш Tetris используется только там.
Хотя нет, есть еще одно место. Внутри функции класса вызывается функция глобального объекта, того же самого. Сначала я хотела сделать класс Tetris с синглетоном, чтобы его можно было из этой функции вызвать, но этот вариант подойдет, если у нас много разных функций вызывает этот Tetris, мы не можем его туда передать. Но так как у нас одна единственная функция, то проще создать статическую переменную внутри нее. Это будет, мне кажется, элегантным и правильным решением. Мы все разделили, пытаемся откомпилировать. И на этапе линковки видим, боже мой, кучу ошибок. Что же это за ошибки? А это ошибки линковки. Что же произошло? Вот что это такое multiple definition? В чем разница определения и объявления? Когда вы объявляете, вы обещаете компилятору, я где-то там это определю. Компилятор вам верит на слово, ну и потом вы где-то в одном месте определяете. Это вот разница это уловить как объявление, это когда вы обещаете жениться, а определение это когда вы женитесь. И когда наш файлик мы включили его в разные другие файлы, у нас получилось, что этих переменных, этих определений очень много. Получается такое многоженство. Так что же, выходит, у вас два мужа? Выходит, два? Компилятор совершенно законно ругнулся, сказал, что это неправильно. Жениться нужно один раз. В следующий раз быстро не женись. Все эти определения перенести в один CPP файл. Нам нужно удалить все присвоения. А во-вторых, нам нужно написать магическое слово extern. И тогда определение превратится в объявление. Когда мы такое написали, возникает ошибка, потому что я забыла добавить туда в компиляцию файл constants.tpp. Вот, собственно, и заработала. Мне очень не нравится, что у нас все include в одном заголовочном файле. Правильно взять и распределить их всех по эти заголовочные, эти инклюды, распределить по всем нашим файлам, потому что где-то нужен один, например, связанный с OpenShell, где-то нужен другой, связанный с какими-то вызовами системных функций. И для того, чтобы у нас каждый файл был самостоятелен, нам нужно туда все это вставить по его потребностям. Вот мы забыли. Так, я забыла в main CPP вставить ctime. И вот, собственно, можно удалить. У нас получается вот такая схема. Так как у нас constants еще .cpp появился, вот получается вот такая схема. Хотя нет, у нас еще нету связи констант с тетрисом, поэтому вот нужно исправить на такую, скажем так, одну связь, а одно ребро удалить. Маленькое отступление. Какой порядок более правильный включения файлов в ваш проект? Сначала мы включаем тот файл заголовочный с тем же самым названием, что и ваш проект. Если там tetris.cpp, то нужно включать самым первым tetris.h. Далее идут файлы разных нестандартных таких библиотек, сишные какие-нибудь файлы заголовочные, а потом идут файлы системные. Почему важен такой порядок? Представьте себе, что вы написали в заголовочном файле, используете какую-то библиотеку и поленились ее туда подключить. Подключили в самом мейне, перед вашим заголовочником. Ничего не ругается. Это такой нахлебнический путь, когда вы у себя проблему исправили, а ваш коллега, например, взял этот заголовочный файл, подключил к себе, и у него тут же перестает все компилироваться. И он, бедняга, сидит и включает отслеживая каждый заголовочник, включает его в ваш инклюдник. Нужно, чтобы ваш файл был самостоятельным, независимым таким ребенком, который ни у кого ничего не просит. Дай, копейку, я тебе говорю. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Если поменять их местами, проект перестанет компилироваться, потому что вы используете те функции, которые вначале не объявили, не определили, не включили. Что мне еще очень не нравится, это define.
Define. Define это прошлый век, скажем так, или это прерогатива больше языка C. На примере вот такого define, как цвет. Этот define мы сейчас посмотрим, он используется в файле entity. Его можно совершенно спокойно заменить на структуру. На структуру color мы создаем константный объект этой структуры. Вместо define blue мы вставляем наши переменные от нашего объекта. Я могла бы долго рассказывать, почему это хорошо и почему define это плохо, но я думаю, вы можете сами почитать и узнать, что нам делать с другими дефайнами. Например, вот write используется в main. Константу даже не нужно отдельно писать, как экстерн и где-то там определять. Такое правило, что с подчеркиванием переменные, они зарезервированы в стандартной библиотеке, либо внутри где-нибудь в операционной системе. Поэтому нужно запомнить только два таких важных момента. Первое, не начинать свое название переменной с подчеркивания. А второе, не делать внутри вашей переменной двойное подчеркивание. Собственно, все. Благодаря этим двум правилам вы избежите конфликта с внешними именами, которые зарезервированы уже где-то. Дошли до того момента, когда я хочу сказать: боже мой, везде капслок. Капслок обычно используют для того, чтобы называть какие-то константы, дефайны, и его должно быть очень мало. Иначе это очень режет глаз и такой прям кричащий стиль. Поэтому я сейчас покажу, как бы это сделала я. Я бы, конечно, класс начала с большой буквы. И все переменные у меня были бы маленькими. Еще один важный момент. Члены вашего класса не должны начинаться с названия самого класса. Это все равно, что Миша.завтракает, а Миша.Миша, подчеркивание, завтракает. И так понятно, что это Миша. Булевские переменные лучше всего начинать с из. То есть, когда вы читаете, вам более понятно, что объект является, например, перемещаемым, или объект является статическим. У нас есть переменная static, а есть функция, которая возвращает это значение. И оба они public. То есть нужно либо сделать переменную public, но не делать тогда функцию, потому что можно напрямую к ней обращаться. Либо если вы хотите скрыть внутреннюю реализацию, тогда ее сделать переменную, сделать private, а функцию к ней обращающуюся сделать public и написать из static. Меня удивила переменная член класса, которая используется только в одном месте, в конструкторе, причем как счетчик. Представьте себе, что это все равно, что вы наняли работника на работу, платите ему зарплату, а он только сидит там на диване, ничего не делает, а зарплата идет. Я не желаю здесь сидеть на диване. Я не желаю получать деньги даром. Дайте мне работу. По-моему, он просто склочник. Можете завести локальный какой-то счетчик, который пробежит внутри цикла, и до свидания, память освободится. Чтобы вас сильно не утомлять, последнее такое замечание. Нужно сейчас немножко так напрячься, потому что будет такая страшная функция, которую мы сейчас делаем более-менее милой. Неделю стригли садовыми ножницами, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили. Когда я смотрела код, у меня такое ощущение было, что немножко в глазах двоится. Ой, батюшки, а вы кто такие, господа? И я сейчас вам хочу показать, как можно улучшить читаемость кода элементарными какими-то вещами. Не только читаемость, но еще и размер этого кода. Вот эта часть, она встречается очень часто. И если даже вот раскрыть здесь скобочки, то мы увидим, что как раз вот эта часть, ее и нужно везде заменить. Например, на какой-нибудь ID. Видите, как сразу уменьшается и проще становится код. А потом просто этот ID проинициализировать этой частью.
Или, например, в if вот это true, сравнение с true, оно бессмысленно. А вот посмотрите, вот эти строчки, они везде одинаковые. В каждом if вообще зачем? Просто их вынести оттуда, чтобы ничего не дублировалось. Аналогично можно поступить с вот этими двумя строчками, они тоже везде одинаковые. Вынести из этих ифов, из 6 строчек у нас получится 2. Вам может показаться, что эти преобразования не совсем законны, но на самом деле эта переменная других значений в программе не принимает. Эти 2 строчки, 4, тоже очень похожи, отличаются только знаком. Собственно говоря, этим можно воспользоваться и тоже уменьшить количество кода. Мне в Emacs нравится такая функция, которая может измерить количество строк, слов и символов. Вот сейчас мы его как раз применим и посмотрим, насколько мы улучшили, насколько мы уменьшили эту нашу функцию. Так, я еще не удержалась, про еще одну маленькую расскажу. В классе Tetris есть функция Tetris Set Destroy. Я ее немножко переписала, чтобы сделать ее более читаемой. Что мне в первую очередь смутило, это счетчик с именем Entity. Собственно, это имя полностью совпадает с названием класса. И спасает от ошибочной компиляции тут только то, что она объявлена внутри for. Я его переименовала в ID, тем более, что это действительно индекс объекта Entity. Далее переменная temp_ins. Очень странная, пусть меня автор поправит, но во всем проекте она используется только для хранения возвращаемого значения, которое тут же проверяется в if. Вообще говоря, это не нужно. Приятнее и понятнее иметь функцию, которая имеет говорящее имя. И тогда программу можно читать как рассказ. Если entity неперемещаемый и не статический, и нарисован, тогда его можно уничтожить. Так, а теперь я хочу сказать автору, что он большой молодец. Почему? Потому что он как алмаз неграненый. Это видно по коду, что он очень старался, видно по его черновикам, что ему очень нравится сам процесс, и он старается, он хочет улучшить свой стиль, свое понимание кода и программирования. Видно, что автор много трудился и думал, решал, как ему все это запрограммировать, и в конце концов у него все получилось. Я бы посоветовала автору не останавливаться на достигнутом, потому что это очень хороший проект, как для начинающего, потому что он очень большой. И я понимаю, как было это тяжело придумать, разработать и написать. Это большое достижение, но нужно идти дальше и совершенствовать свой стиль, свой такой образ мышления, чтобы выстраивать логичный и качественный код. Для этого нужно побольше читать хорошего кода чужого и брать оттуда самое лучшее. А так автор очень большой молодец, и я его просто поздравляю с... Он вообще еще и смелый человек, потому что дал свой код на растерзание мне. Это говорит о том, что его желание научиться программировать больше, чем страх перед тем, что как-то его код обругают. И вот это встречается очень редко. Да, скандал! Я говорю, надо быть полным идиотом, чтобы такую тонкую ручку присобачить к такой здоровой тележке. Женщина, В чем дело? уходи.